Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Здравствуйте. Здрасте. Проспект Стачек у вас? Ага. Спасибо. Это просто охуенно. Что? Да, ты точно тот тариф это вместе вызывал? Который... Да. А что? Не нравится что-то? Да, нет, я что-то как-то это не ожидал, что в самом дешманском тарифе будет тачка под 10 лямов. Ну она чуть в рабстве держат? Она чуть подешевле, конечно. Да нет, ну есть, скажем так, там сзади кто-то, есть причина, по которой, соответственно, есть причина. Я понимаю ваше удивление. Есть причина, пока. Ну вы-то на самом деле, я тоже. Что там человек-то встал? Я тоже по вам-то как раз могу сказать, что вы-то здесь тоже непонятный, так скажем, пассажир в хорошем смысле этого слова, потому что вы-то тоже не выглядите на человека, который ездит по тарифу маршрутки. Маршрутка, не знаю, как назвать. Я могу сказать, зачем мне это надо. Если вы скажете, зачем это надо вам, давайте баш на баш. Да, слушайте, профессиональный интерес у меня больше. Никогда не ездил на тарифе вместе. Там все остальные тестил уже тарифы, которые есть. Там и дорогие, и дешевые, там всякие разные, которые там есть в Яндексе. Вот, а этот не тестил никогда. Скажем так, удивлю вас или нет, но у меня тоже профессиональный интерес. Да? Да. Какой? Профессиональный интерес. Да на самом деле все несложно. У меня свой таксопарк, и я периодически работаю для того, чтобы быть в курсе вообще того, что происходит в поле. Ну, то есть я такой владелец бизнеса, который сам принимает участие вообще, держит руку на пульсе, вот так, если очень коротко. А таксу для души, да? Нет, я же сказал для чего, чтобы понимать вообще, что творится, да. Ну, то есть это не только для души. Короче, мне это надо для дела. И я тестирую второй день этот тариф, и пока, он такой слабо вялый, то есть не сказать, что я там что-то понял пока, да, не активно люди пользуются этим тарифом, и понятное дело, что я не буду на нем сидеть там постоянно, то есть я поезжу еще там, пару-тройку дней, и на этом я думаю, что я закончу весь этот тест, назовем его так. А теперь вы мне, Алаверды, скажите, а вы-то что у вас-то за интерес? Я хотел спросить, хотите маршрутки открыть? Маршрут посмотреть, как пойдет? Но почти, если у вас таксопарк, то бизнес у нас в сфере финансирования таксопарков, собственно. В основном железные парки финансируем. Не, подождите, железные это с физическими тачками вы имеете? Да. Вы финансируете их? Да, то есть, собственно, если из области таксопарков, то знаете, что иногда у таксопарков возникают проблемы с финансированием не столько даже на сами автомобили, а сколько на разные, не знаю, надо страховки купить, да, есть ППО поставить, да. Не знаю, отремонтироваться резко. Короче, весь операционный геморрой, который возникает у таксопарка, мы и все эти товары и услуги даем таксопаркам в рассрочку. У меня нет физических машин в таксопарке, я подключашка, но я постоянно думаю об этом. И как раз одна из, так скажем, болевых точек, почему я этого резко не делаю, что нет, скажем так, нужных таких команда-партнеры, которые помогут, я даже не знаю, как слово назвать, какие-то сопроводительные услуги по этим всем возникающим проблемам, о которых, кстати, вы сказали. Потому что страховки, например, да, это прям, геморрой целый для того, чтобы поставить, да. Там человек еще получить проблемы, на самом деле, а не только под даже... такси, конечно. Страховки под такси не стоят, разброс цен от 50 А вы прям всем этим занимаетесь? Да, мы еще и помогаем страховку сделать, на самом деле, по более-менее адекватным ценам. То есть иногда получается сильно дешевле, иногда не очень. Слушайте, а можно ваш контактик? Я просто, если созрею, мне вы очень сильно пригодитесь. Да, компания Evitec называется вообще. Evitec? Evitec, да. По-английски? Да. Собственно, я контакт поделюсь. А можно, я не знаю, как удобно, ваш телефон или какого-то вашего сотрудника, чтобы с кем можно связаться? Да, я контакты ребят передам. А есть какой-то, я по этому названию смогу сайт какой-то найти там? Да. И там в целом evitecfinance.ru это сайт.
Витек Финанс. Сейчас я помедленнее поеду, ладно, чтобы записать. Да, конечно. Finance.ru. Там сзади чувак, прости меня. Так, vitecfinance.ru. А я смогу как-то сослаться на вас? Как вас зовут, если не секрет? Артем. А меня Евгений. А я смогу сослаться на вас, что вот я вас подвозил, и мы с вами... Да, конечно. То есть я один из собственников компании, поэтому можно спокойно сослаться. Там ребята помогут. О, нам повезло. У нас новый О. заказ, да. Сейчас мы... Потрясающе. И причем он вот здесь сразу. Круто. Сейчас мы посмотрим, А я как уж думал, работает. никого не будет. А я сам думал, ну я говорю, мне вообще он вяло работает. Я не знаю, может быть в регионах он нормально работает. В Питере что-то как-то не очень. Сейчас посмотрим, где только остановиться надо. Я выходил на район и видел эти лица. Люди от горя бухают, кто-то опять матерится, да. Все менялось, пойми. Люди мира хотели войны. Ведь на мою зарплату не прожить. Конечно, стоять-то особо нельзя. Мы сейчас посмотрим, что там у нас. Ну, еще. может быть, что, быстро все. А, хрен его знает. Тут как пойдет, никогда не знаешь, как Ну, пойдет. вроде погода такая мокрая, не Причем постоять. ему не сильно по пути прям с нами. Да? Такси? Ну да. Так, вам было оплачено? Ну у вас безнал. Ну, Да, по безналу. ну садитесь. Так а что, вы садитесь? Ну, вы здесь там садитесь. Я там не буду. Не перспектабельно. Братан, у меня оплачено это сиденье. Не, подождите, это не билеты в театр, у вас не оплачено это Мне сиденье. плевать, у меня было оплачено вот это место. Слушай, Давай, блин, тебе воняет, чувак, ну, иди, блин, сядь, иди пожалуйста, туда. вперед. Иди туда. А почему он должен туда-то? Тебе Вот смотри, что? есть раз место, есть два места. Я что, должен со стороны дороги выходить, что ли? Ну, можешь, да. Со стороны дороги, можешь вот давай. впереди есть спокойное Тебе что, место. лень? А вы Я в можете? 2 раза Вы старше сидите. тебя. Вы можете в 2 раза Пересядь, старше? пересядь, А вы-то давай. можете Не сесть дышать сюда? мне, не Иди. понять, а, фу. Вы-то можете сюда сами пересесть? Не Какая разница? хочу я тут сидеть. Меня Почему? сейчас стошнит, я бухой. А там вас не стошнит? Не стошнит. Ну, Ладно. Пересядь, пожалуйста. короче, решайте сами, мужчины, кто куда садится. Коваль, пересядь, пожалуйста. Слушай, чувак, ну как бы я ехал уже здесь, ты подсел сюда. У меня оплачено. Что оплачено? Я У меня не тоже знаю, оплачено. что у тебя оплачено. Вот то же самое, у меня что у тебя оплачено это оплачено. сиденье. Давай, А у вас билет есть на оплату этого сидения? я сейчас тебе покажу билет. Давай тогда мне деньги. Да я сейчас сам возвращай. покажу этот билет. Возвращай тогда мне деньги. Так у вас по безналу, как я верну эти деньги? Они еще не списались. Давай. Слушай, чувак, Не-не-не, тихо, успокойся. ты чё, а? Давай, выйди. Мужчин, реально, Артем, если вам не сложно, ну давайте не хрен с ним. Ну видно, что он проблемный. Пересядьте вперед. Мы сейчас тут, блин, толпу соберем уже людей. Вы успокоились? Берут таксиста денег. Во-первых, вы успокойтесь, вам место уступили, сидите как бы и загорайте там. Все, спасибо. Так, мне к дому. Ну, у вас адрес стоит. Зоя Космодемьянская. У меня много чего стоит. Но это не точно. Это прям нам очень полезная информация и нужная, я вам могу сказать. Прям Так, очень сиди, сильно. не извозчик. Так, давай-ка ты будешь себя нормально вести, внятно, а то сейчас твоя поездка станет такой же короткой, как то, что у тебя стоит. Ой, Ага. какой короткий. А ты видел у меня? А у вас на лице написано, что У меня вы... длиннее, чем у тебя. Машина. Да? Да. Прям даже захотелось проверить, Артем, вы как? А не пристегнетесь? Машинка Да. пикает. Я понимаю, что вы на стрессе. Я сам на если стрессе, да. несколько охренел как-то. Это Да. по тесту называется старик. Я сам в шоке. Так, и подвинься, блин, у меня Что ноги еще? длинные. Сиденье подвинь. Тебе что-то Подвинься! Ты подвинулся, нахуй подвинулся! все длинное, нет? Все длинное, да, я смотрю. Какой- Весь длинный. Мужчина, ну вы реально, я вас прошу, вы не конфликтуйте, да? Я понимаю, что у вас прям, не, видимо, вообще- праздник сегодня, что вы на такси едете, я понимаю. Дам просто. Ага, кто кому еще даст? Не, слушай, давай ты не будешь себя так вести, потому что, ну, сейчас просто я тебя в последнее время так не веду, но если ты будешь нагнетать, и даже я видишь, на ты перешел, если вы будете нагнетать, то я сейчас выйду, и вы выйдете вместе со мной, а мы продолжим следование. И я вас уверяю, что так и будет. А, ты хочешь меня высадить? Это вы сами хотите себя высадить своим поведением. А на улице, блин, морозно. Ну, не морозно, сейчас уже плюс, видите, Ты дождичек доведешь капает. меня домой и высадишь.
Вы забыли сказать быстро. Быстро. Я понял. Давайте все-таки вы пойдете пешком. У меня есть такой. Нет, Мне нихуя. неудобно перед Может, мне еще на мужчиной. автобус пересесть? А вы так и пересядете. Вот остановка, я сейчас здесь вас высажу. Да нихуя. А вот Дай денег тогда. на что? На автобус. А шнурки не погладить, нет? Не надо, у меня Не надо? глаженные. Глаженные. Давайте длинные, выходите. видимо. И длинные, видимо, да. Выходите. Мы не поедем дальше. Я просто не хочу. Во-первых, от вас, да, как бы не очень хорошо. Че, дверь не закрыть, не открыть? Да и пошел ты тогда, блядь. Серьезно? Спасибо большое. Спасибо за настроение. Спасибо. Вы не против, если я... Да. Куда Я еще пошел? вашей ёпта? компанией пользовался. Закрой дверь, вашей компании, дебил. Простите меня, я вообще так не разговариваю, но сейчас бы мы его прокатили, да, на все деньги. Да, блядь, Не ладно против? его-то, Не машину- против, если Давай я- откроем все форточки, да. Ну не все, хотя бы передние. Потому что это, конечно, Да, мне кажется, я же сам... жестко, да? Да. Ну как? Аромат просто Потестили тариф вместе. вместе, это не вместе. Вместе. Я даже не знаю, это какой-то должен быть слоган, видимо, это начало только слогана вместе. То есть дальше мы сейчас должны уже сами что-то придумать, типа... Тариф попутчик, он же бомж-тариф. Я боюсь, что в данном случае назад пути уже нет. Вместе с запахом, который будет вместе с вами очень запах долго. теперь точно будет, да, Запах мне будет, кажется, да, но да. там видно, человек не первый день как бы Мне кажется, отмечает. не первый год. Я могу, видимо, он долго копил на эту поездку. Или отмечал, что это событие должно произойти. И сегодня наступила эта кульминация, он уже в максимальном разогреве, и он захотел, видимо, воспользоваться. Слушай, хотел же именно вот прям по-царски усесться прям. Я надеюсь. Я думаю, что стоит как бы там протереть, проветрить, продезинфицировать. Вот понимаете теперь, да, как это работает? Я думаю, на этом мы остановимся. Я все понял. Спасибо тебе, Вселенная. Спасибо тебе большое. Все протестировали. Видимо, нужно было 2 человека в одной машине, которые собрались протестировать этот тариф, чтобы, чтобы сразу, чтобы Вселенной 2 раза не размениваться, да, и она сразу 1 раз, заслала нам информацию. Чтобы отбить желание, да, на двоих сразу. Мы ее поняли, мы ее приняли, но больше нам такого не надо. Надо, кстати, этот тариф выключить, а то я по нему сейчас поеду, еще какая-нибудь канитель присосется мне. Нам это совсем не нужно. Там отдельно он включается, да? Да, я на самом деле очень чувствителен к запахам. И сейчас я не очень хорошо себя чувствую, потому что, он прям не Том Форд. Вообще не... Давайте так, воняет. Воняет, да, будем называть вещи своими именами. Воняет. Я от такого аромата, супер давно не слышал. Да, это прям жестко. Согласен. Ну ладно. Зато вы вот в нужное место оказались, по крайней мере, здесь в плане моих запросов, потому что я такой в этом плане активный мужчина, и опять же, я, как и любые люди, которые пытаются какой-то коммерческой деятельностью заниматься, ищу какие-то возможности, да, для коннекта с нужными людьми, для заработка, для улучшения заработка, если он и так идет. Понятно, что лучшее может быть враг хорошего, но в то же время есть такая теория, она работает на практике, потому что нужно улучшать сильное. То есть вот у тебя есть какой-то приход, да, то есть качает у тебя какая-то тема денежная, да, и ее нужно усиливать. То есть не надо там пытаться пересесть на какое-то другое кресло, там с какой-то другой тематикой. Надо попробовать тариф вместе. Да, тариф вместе. Вообще в целом клево, что получается. Да, благодаря тарифу познакомились с этой точки зрения. Да. Потому что если, слушайте, смотрите, если там сейчас виртуальный таксопарк планируете железный, да. У нас основной продукт мы делали рассрочки именно на всякие продукты, товары, услуги, там, как я сказал, ГБО и так далее, то сейчас мы будем еще машины финансировать. Я смогу через эти контакты все-таки на вас выйти, например, кофе конечно. попить, встретиться, без проблем, конечно, вспомнить, поржать запахи, и заодно по делу поговорим. Конечно, все отлично, супер. Да, я еще тележку еще дам, то есть, чтобы можно было, там написать. Давайте. Так может вы можете там, давайте телегу, да. Скажите просто, как она у вас назовет. Да, я скину, так проще. Давайте на мой номер запишите и скиньте мне в телегу. 891.
Окей. Да, я все отправлю тогда. Да, скиньте тогда информашку, а я с вами тогда тоже обратную связь вам дам. Да, мы уже да. подъезжаем, нам осталось тут пару минут. Ну все, клево. Да, и все, даже не пару минут, поэтому мы уже, как говорится, на месте. Интересно, кстати, оно... ну если тариф выключил, наверное, уже... Не. Чур меня. Я все понял про тариф, спасибо большое, мне все понятно. Я не хочу больше участвовать в этом мракобесии, как говорится. Ну, до сих пор пахнет, ну, реально, я же не придумываю, да, то есть, ну, реально пахнет. Да. И это все как бы, ну, такое Культурная себе. интеллигенция. Да. Ну, это Питер, да, у нас, как говорится, в Питере пить. Сейчас я вот так встану здесь, я не буду включать это самое. Да, спасибо большое, Артем, все. извините еще раз за движение. ладно, всё, Ну, так получилось, только не ставьте мне плохую оценку, ладно? Наоборот, поставлю повыше. Хорошо, спасибо большое. Всё, счастливо. Пока-пока, спасибо. Ебал я такой тариф вместе с его случайными, а может и не случайными, от вселенной людьми. Сейчас я отъеду чутка. Со случайными людьми. Короче, не знаю, что мне делать теперь, как говорится. Ну, воняет прям люто. Прям, ну вот жестко воняет. Открою-ка я лючок немножко, потому что это... А у моей машины есть лючок. Угу. На самом деле, если убрать вот эту всю грязь-мразь и вонь, то очень полезно действительно спускаться в народ. Это, кстати, всем говорю, тем, кто работает бизнесменами, руководителями компаний, таксопарков в том числе. Очень полезно работать, периодически выходить в народ, находить время, так скажем, и работать вот по таким тарифам, чтобы вообще понимать, что происходит в мире такси. Ну и самое главное, что ты знакомишься вот с такими нужными товарищами и людьми. Можно жену себе найти. Просто вот. Можно случайную связь. Тоже неплохую. Я, конечно, не знаю, но верю, что это происходит. И каких-то деловых людей, которые тебе помогут в будущем с твоими какими-то решениями. Это очень важно. И вот эта конторка, я могу вам сказать, она, ну, правда, она... Это полезные люди. Я готов всегда давать больше, чтобы было лучше. Вот, поэтому, как они, Ивитек, да? Ивитек, если, соответственно, меня смотрят какие-то коллеги из таксопарков, я не жадный парень, вы знаете, я всегда, если есть какие-то полезные люди у меня, кто тачками торгует, кто еще чего, кто какие-то услуги предоставляет, я всегда делюсь этой информацией, мне несложно. Я когда ролик выйдет, он будет в описании информация про этих ребят, и, соответственно, сможете, если кто-то там, мои конкуренты, коллеги, таксопарки, обязательно посмотрите информацию про них, может, вам тоже что-то зайдет интересное, посмотрите и сможете с ними поработать. Мне не жалко, как говорится, я парень добрый, а теперь еще и вонючий. Такой я, да, добрая вонючка теперь. Поехал я проветрить тачку, немножко ее протереть, куда-нибудь в паркинг сейчас заеду. Ну, воняет реально жестко, ребят. Блядь, если бы камера передавала запах, вы бы все там просто... Это просто космическая вонь. Вот, другого слова не найти. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.